Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 28 мая, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. Взрыв на целлюлозном комбинате Nippon Dyna Wave в Лонгвью в американском штате Вашингтон стал одной из крупнейших промышленных аварий в регионе. Во вторник утром на предприятии разрушился гигантский резервуар объемом 3,4 миллиона литров. Внутри находился белый щелок, крайне едкая смесь гидроксида и сульфида натрия, используемая для варки целлюлозы. К настоящему моменту подтверждена гибель 2 человек. Еще 9 рабочих до сих пор числятся пропавшими без вести, и власти заявляют, что шансов найти их живыми практически нет. Еще 10 человек пострадали, они получили тяжелые химические ожоги кожи и поражение дыхательных путей. Губернатор штата уже направил на место Национальную гвардию для помощи в ликвидации последствий. Поисково-спасательная операция была временно приостановлена на ночь из-за угрозы обрушения деформированного резервуара, внутри которого все еще находится около 340 тысяч литров опасных химикатов. Одновременно с этим возникла серьезная экологическая угроза. Вылившаяся щелочь прорвала заводскую ливневую канализацию, смешалась с поврежденного водопровода водой и частично попала в близлежащую дренажную систему и реку Колумбия. В среду по Челябинску пронеслась буря. Сильный ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду, валил деревья и крушил городскую инфраструктуру. Всего за несколько часов в разных районах упало не менее 30 крупных стволов. Пострадали около 15 припаркованных автомобилей, на которые рухнули тяжелые ветви. На улице Кожзаводской ветер сорвал кровлю с офисного здания, а на перекрестках повалил светофоры и дорожные щиты. Самым заметным символом разгула стихии стало падение огромной вековой ели прямо на центральной площади Революции. Серьезный удар пришелся и по коммунальным сетям. Из-за падения деревьев на линии электропередач и удара молнии в Ленинском районе вспыхнула подстанция. Без света остались жилые дома и крупный торговый центр «Алмаз». Городские службы до сих пор ликвидируют последствия непогоды, расчищая завалы и восстанавливая электроснабжение. В Мурманске в самый разгар конца весны 27 мая неожиданно разыгралась настоящая зимняя метель. Пока большая часть страны вовсю готовится к лету, Кольский полуостров оказался во власти арктического циклона, пришедшего со стороны Архангельской области. Столбики термометров в областном центре стремительно рухнули к нулевой отметке. Обильные осадки в виде крупного мокрого снега и сильные порывы северного ветра мгновенно ухудшили видимость на дорогах и покрыли белым одеялом припаркованные автомобили, газоны и тротуары. Сильнее всего непогода проявила себя во второй половине дня и вечером, когда метель усилилась, а на возвышенностях региона сформировался полноценный временный снежный покров. Региональное управление МЧС Мурманской области объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра, призвав водителей и пешеходов к максимальной осторожности. И хотя для Заполярья майские снегопады явление не уникальное, этот внезапный возврат зимы за пару дней до календарного лета стал ярким напоминанием о суровом характере русской Арктики. Во вторник в пакистанском округе Джелам в провинции Пенджаб произошло разрушительное землетрясение магнитудой 4,8. По данным Метеордепартамента Пакистана, подземные толчки были зафиксированы в 19:06 по местному времени. Их очаг залегал на глубине 12 километров. Эпицентр находился в 58 километрах к юго-западу от города Джелам. При этом сильнее всего пострадал район Джалалпур-Шариф в Техсиле Пинд-Дадан-Хан. Местные власти сообщили, что в результате удара стихии полностью или частично разрушены около 10 жилых домов. Единственной жертвой трагедии стал подросток, погибший под завалами рухнувшей крыши. Еще как минимум 11 местных жителей получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия продолжают работать спасательные службы, полиция и отряды гражданской администрации, которые разбирают завалы. Жители региона призывают сохранять спокойствие и быть готовыми к возможным повторным толчкам. Сильнейший шторм застал вчера врасплох жителей столичного региона, когда после рекордной майской жары погода резко сменилась ливнем в сопровождении града и сильным ветром.
Град накрыл преимущественно южные районы Подмосковья, Подольск, а также Троицкий и Новомосковский округа, укрыв трассы белым покрывалом. Интенсивность осадков была настолько высокой, что на дорогах образовалась опасная каша из мокрого снега и ледяной крупы. Водители на оживленных магистралях были вынуждены парковаться на обочинах, спасая автомобили от ледяного обстрела. В самой Москве, в частности в районе метро «Динамо», ливень и град сопровождались шквалом, который ломал ветви деревьев. Синоптики объяснили такую аномалию столкновением прогретого до 30 градусов воздуха с нагрянувшим холодным атмосферным фронтом. В тайской провинции Убон-Ratchathani мощный шторм с ливнем и шквалистым ветром привел к масштабным разрушениям и перебоям с электроснабжением. За несколько часов разгула стихии в регионе выпало более 120 миллиметров осадков. Шквалистый ветер буквально сносил все на своем пути. В нескольких районах провинции сорваны крыши жилых домов, повалены десятки деревьев и повреждены автомобили. Наиболее сложная ситуация сложилась с энергетической инфраструктурой. Ураган повалил опоры линий электропередач высокого напряжения, из-за чего без света остались более 150 тысяч домохозяйств. Экстренные службы начали расчистку дорог от завалов и восстановление электросетей. Синоптики предупреждают, что весь северо-восточный регион страны, включая провинции Сурин, Сисакет и Амнат-Чарен, находится под влиянием усиливающегося юго-западного муссона. Жителям рекомендовано по возможности не выходить на улицу во время прохождения грозовых фронтов. 5 из 7 человек, застрявших из-за наводнения в Лаосской пещере провинции Сай-Сомбун, найдены живыми международной командой спасателей. Обнаруженные люди находятся в удовлетворительном состоянии, однако сильно истощены из-за недельного отсутствия пищи. Поиски еще 2 местных жителей продолжаются в непрерывном режиме. Главным препятствием для немедленной эвакуации пострадавших стал так называемый Т-образный проход, узкий сифон длиной около 15 метров, который полностью заблокирован мутной водой, илом и обломками скал. Обычный человек без подготовки не сможет преодолеть этот участок, так как видимость под водой там практически нулевая, а сильное течение создает смертельную угрозу. Инженерные подразделения армии Лаоса пытаются убрать острые выступы скал и крупные камни, а также снизить уровень воды. Дайверы и инструкторы из Финляндии готовят выживших к погружению, обучая их правильно дышать через полнолицевые маски. Сообщается, что каждого пострадавшего будут транспортировать сразу 2 опытных спасателя. Мексику накрыл мощный погодный катаклизм. В городе Пуэбло сильнейший шторм обрушил тонны града, из-за чего улицы моментально покрылись ледяным панцирем толщиной более 40 сантиметров. Основной удар стихии пришелся на северную часть города, включая район Колония Маракас и зону расположения главных спортивных арен. На ключевой федеральной автотрассе Мехико-Пуэбло из-за обледенения и поломок оказались заблокированы десятки машин. Одновременно с этим в штате Чьяпас бушует водная стихия. В городе Комитан прохождение тропического шторма вызвало шквалистый ветер, который срывал металлические крыши, валил крупные деревья и привел к массовым обрывам электросетей. Не менее критическая ситуация сложилась в столице штата, городе Туксла-Гутьеррес, где объем осадков в 75 мм выпал менее чем за 5 часов. Стремительные потоки воды унесли припаркованные автомобили, затопили жилые дома и первые этажи коммерческих зданий. Спасатели на лодках эвакуировали людей из затопленных домов и машин. Информации о погибших на данный момент нет, но ущерб жилому сектору исчисляется сотнями строений. Национальная комиссия по водным ресурсам предупреждает, что интенсивные осадки продолжатся, поэтому жителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок и не пытаться пересекать затопленные дороги. Драматические кадры из Центрального Китая облетели мировые социальные сети и ведущие новостные агентства. В провинции Хубэй из-за разрушительных затяжных ливней произошло обрушение моста. В этот момент на самом краю полуразрушенного дорожного полотна оказался легковой автомобиль. У машины произошла техническая поломка. Водитель попросту не смог включить заднюю передачу, чтобы оперативно сдать назад и покинуть опасную зону.
Вскоре асфальт под автомобилем окончательно просел, и машина сорвалась в бушующий поток, который моментально унес ее по течению. К счастью, водитель и пассажиры успели эвакуироваться из салона буквально за несколько мгновений до падения. Никто из находившихся в автомобиле людей не пострадал. Во Вьетнаме, в провинции Пhu Tho, вспыхнул сильный пожар на заводе по производству пластмассы Green World. Пламя быстро охватило складские помещения и цеха с легко воспламеняющимися полимерными материалами. В результате сильного термического воздействия обрушилась часть металлической кровли здания. Для ликвидации возгорания площадью в несколько тысяч квадратных метров Департамент противопожарной безопасности провинции Пhu Tho направил на место происшествия около 20 единиц спецтехники и 95 человек личного состава. Из-за высокой сложности к тушению дополнительно привлекли 3 пожарных расчета из Ханоя. Пожарные расчеты непрерывно боролись с огнем на протяжении всей ночи в условиях экстремальной жары. Им удалось защитить от возгорания соседние производственные цеха, насосную станцию и трансформаторный узел. Полностью ликвидировать пожар получилось лишь к утру следующего дня. Власти заявили, что в результате происшествия никто не пострадал. Примечательно, что этот инцидент стал вторым крупным пожаром в регионе за день. Несколькими часами ранее спасатели тушили завод в индустриальной зоне Тху-Иван. Разрушительный паводок парализовал округ Баланг-Мангондоу в индонезийской провинции Северной Сулавеси. В среду, после многочасовых ливней, из берегов вышли местные реки, вызвав мощный селевой поток. Основной удар стихии пришелся на жилые районы деревень Салимандунган-1, Салимандунган-2 и Каманган. Бурные потоки грязи хлынули со стороны верховьев, неся с собой обломки скал и стволы деревьев. Вода мгновенно затопила десятки домов, заставив местных жителей в панике покидать свои жилища. Очевидцы сообщают, что огромные стволы деревьев буквально пробивали стены зданий. Из-за завалов на дорогах транспортное сообщение в районе было полностью прервано. Силы полиции совместно со спасателями провели эвакуацию граждан. Пострадавшие семьи временно размещены в деревне Салимандунган-Бару, где им оказывают бесплатную медицинскую помощь и раздают продукты питания. Экстренные службы и волонтеры приступили к расчистке пострадавших от стихии населенных пунктов. В это же время оперативные группы остаются на дежурстве из-за продолжающегося моросящего дождя и сохраняющегося риска повторных наводнений. 27 мая яркий болид медленно пролетел по небосводу над Тайванем, оставив за собой светящийся след. Небесный объект попал в объективы камер прямой трансляции, установленные на восточном побережье в уезде Тайдун, а также на горном перевале Сяньян. Объект в течение 15 секунд пересекал небо, после чего разделился на 2 ярких фрагмента. Директор Тайбэйской ассоциации любителей астрономии Лю Джиан официально заявил, что это был вовсе не природный метеор. По его словам, перед нами классическое сгорание космического мусора. Это могли быть остатки старого искусственного спутника или отработавшей ступени ракеты-носителя. Искусственные объекты входят в атмосферу на гораздо меньшей скорости, чем метеоры, и эффектно разваливаются на части на финальном этапе падения. Тем не менее, рукотворное шоу определенно стало главным астрономическим событием этой недели на Тайване.